Привет, друзья! С вами Роман, испытатель электротранспорта. И вы смотрите реальный тест-драйв и испытание нового электроскутера 2020 года Ситикока Skyboard BR50. Я ждал этой встречи достаточно долго, и вот перед нами электроскутер, который уже успел засветиться в обзорах известных магазинов. Передаю привет ребятам из Люксвилл и Александру Люксвелла. Производитель Skyboard настолько уверен в качестве своей продукции, что готов отдать на растерзание даже эту, не побоюсь сказать, жемчужину своего модельного ряда. Проверим запас прочности, реальную дальность поездки и скоростные параметры электробайка. Расскажу о комфорте поездки, возможностях, цене, комплектации и многом другом. Нажмите лайк, впереди реально интересно. Погнали! Внешний вид просто потрясающий, и это уже далеко не тот привычный форм-фактор Ситикока, который все чаще встречается на наших дорогах. Какая гадость, какая гадость. Здесь свой уникальный стиль, и единственной схожестью являются широкие колеса, придающие электробайку повышенную устойчивость на дороге. Рама выполнена из какого-то магнитного сплава высокой прочности. Оцените толщину трубы. Лично у меня надежность подобной конструкции не вызывает сомнения. Собственный вес электроскутера составляет 98 кг, а максимально допустимая нагрузка, заявленная производителем, достигает 200 кг включительно. Проверим? А ты хочешь поехать? Да, держишься. Габариты трехколесного электроскутера вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Мощность заднего колеса составляет 3000 Вт и позволяет разгонять электроскутер до 60 км в час. И сразу поехали на тест-драйв, чтобы проверить реальные возможности этого красавца. Сейчас начнем замер дальности поездки. Для начала посмотрим расхождение по бортовому компьютеру GPS. По километражу также посмотрим, есть ли расхождение какое-то. Батарея заряжена полностью, 66 вольт. Индикатор также показывает полностью. Погнали, посмотрим, что из этого выйдет. Есть ли у них какие-то расхождения. По одометру вижу 97 километров он показывает. Попытаюсь понять сейчас, как он переключается на него. Раз, наверное, в несколько секунд, раз в 15 секунд он показывает то одометр, то вольтаж. Сейчас 97 километров. Проедем до 98 и потом сбросим GPS. И проедем уже километр четко по одометру. Посмотрим, сколько выдаст GPS данного показателя. Пока 97. Вот покажу вам на светофоре. Показывает реально 97 километров по одометру. Сейчас переключится на вольтаж. Вот он. GPS показывает, что я уже проехал километр. Но на бортовом компьютере пока до сих пор 97. Вот 98. Переключился. Вот он показывает 98 километров. Считаем точка отсчета. И сейчас включаю GPS для того, чтобы протестировать расхождение реально бортового компьютера с показателями GPS. Обнуляю его. 0 километров. Поехали, проедемся километр один. И посмотрим, будут ли какие-то расхождения. Мне сейчас это очень интересно. По факту я сейчас ориентируюсь только по GPS. Как только он накрутит километр, я тут же остановлюсь и посмотрим пробег на бортовом компьютере электроскутера. Старт мне очень нравится, он плавненький такой. Прям никуда он не рвется, никуда он не спешит. Хороший, интересный, плавный старт.
Так, ну вот я вижу ровно километр. И тут же он у меня переключился. Обратите внимание, 99 километров. Слушайте, да они прям вровень шли. Даже километр 100 метров на GPS. Вот у вас сейчас на экране. На одометре прям ровненько 9,9 показывает. Сейчас перезагружу его. Вот, смотрите, 9,9 километров. Прям огонь вообще. Слушайте, четко. Skyboard прям реально молодцы. Прям классно делают технику. В этом плане это уже второй электроскутер, который не врет по показателям одометра и GPS. Первый, который я тестировал, был BR70. Зачетный, реально. Ну, а этот прям вообще сказочный, конечно. Комфорт поездки потрясающий. Мягенький, хорошенький. Стильный. Могу сказать, модель топ. Прямо-таки топчик. Класс, ну и все. Можно ехать, померять дальнейшие показатели. В общем, 2 километра я на нем уже откатал. Держим в уме. Посмотрим, на какой запас хода он способен с нагрузкой 100 килограмм. Едем выкатывать ЭКБ в ноль. Вижу GPS, 56, бортовой 61 показывает. GPS подбирает. GPS 56-57 км в час. Нагрузка на электроскутер почти 100 килограмм. Скорость вполне приемлемая для городского потока. Считаю этого с лихвой. Что приятно, реально управляется одной рукой. Скорость выше 40 км в час. Вполне нормально и комфортно. Выше 50. Одной рукой управление очень достойно. 54 вижу. 59 по бортовому. 55 км в час по GPS. Лежачка. Отлично. Вообще без проблем. Амортизаторы отрабатывают на ура. Действительно очень комфортный электроскутер. Я с таким сталкиваюсь, пожалуй, впервые. Я его, когда у ребят забирал, еще подкачал аморты, чтобы он был чуть пожестче. Так что он был прям очень мягенький. Нравится он мне реально, как он едет. Я прям на самом деле наслаждаюсь поездкой. Очень комфортно. Ноги можно поставить практически куда угодно. Ох, шик, близко, красота. Я бы себе такой реально, наверное, взял. С удовольствием бы. Прям вот с удовольствием. Набирает скорость плавненько, так что со светофоров не надейтесь горцевать. Не получится. Сделано, как я понимаю, это специально, чтобы не было сильного расхода электричества во время старта поездки. Потому что когда у контроллера есть возможность подрывать с места, на это тратится огромное количество энергии аккумулятора. И здесь, я считаю, прям идеальное соотношение в плане мощности, его возможности по скорости и динамике разгона. На светофоре вполне комфортно разогнаться. Не нужно гнать куда-то вперед машин пытаться. В общем, ну прям вот такой потоковый электроскутер, потоковый городской, то, что надо. Skyboard BR50 оснащен 60-вольтовым аккумулятором на 30 ампер-часов и по заявлению производителя способен проезжать расстояние от 40 километров и дальше, в зависимости от испытываемых электроскутером нагрузок. Давайте посмотрим, какой результат получился у меня при поездке в городских условиях.
Ну все, друзья, Skyboard BR50 выключился. Он сел полностью. Сейчас я его передерну, аккум. Он опять включится. Даст мне возможность проехать еще, наверное, километра 2, не больше. И посмотрим, что у него будет на бортовом компьютере по родному одометру. Сейчас заценим. Значит, как это делается. Открываем крышку. Выдергиваем шнур. И втыкаем обратно. Все, он снова у нас запустился. Включаем. Запустился. 157 километров. Стартовали мы с 99. Плюс 2 километра с учетом, который я накатал, пока смотрел расхождение с одометром и GPS. По итогу сейчас на экран вам выведу все, что у меня получилось. Что касается посадки, она здесь прямая, с возможностью постановки ног в 3 положениях за счет платформ по обеим сторонам электробайка. Стиль табуретка, на расслабоне и повелитель вселенной. Для удобства того, кто сидит сзади, имеются откидывающиеся подножки, а позади пассажира находится специальная ручка, чтобы держаться во время езды. Мягкость модели BR50 во время поездки даст фору любому электроскутеру, существующему на рынке. Спереди мотоциклетная вилка, а сзади установлены двойные воздушно-масляные амортизаторы с возможностью регулировки жесткости. Широкие накачиваемые колеса не только отлично сглаживают мелкие неровности на дороге, но и придают устойчивость транспортному средству. Обратите внимание, колеса имеют немного овальную форму, что сказывается на хорошей маневренности электроскутера при поворотах. За безопасность райдера отвечает двойная система гидравлических дисковых тормозов. Правый рычаг отвечает за торможение передним колесом, а левый за торможение задним. Интересно, что при легком нажатии на левый рычаг сначала срабатывает электронная система торможения двигателем, а при более сильном в действие приводится гидравлическая система. При торможении вполне логично срабатывает автоматический стоп-сигнал. Если делать красиво, то до конца, подумали разработчики Skyboard BR50 и поставили стильные тормозные резервуары. Красота-то какая! Лепота! Но и здесь инженеры решили не останавливаться. Тормозные рычаги имеют возможность быстрой регулировки по размеру ладони райдера. Для безопасности на дорогах водителю понадобятся и все необходимые светошумовые приборы. Габаритный огонь, мощная LED-фара с возможностью переключения ближнего и дальнего света, поворотники и громкий сигнал клаксона. Сверху на руле расположены регулируемые боковые зеркала. Включение питания возможно двумя удобными способами – с ключа или при помощи брелка сигнализации двойным нажатием на кнопку молнии. Отображаемые показатели ЖК-панели, спидометр, выбранный скоростной режим, индикатор заряда батареи и 2 автоматически сменяющих друг друга показателя – вольтаж и общий пробег за всю историю жизни электроскутера. Скоростные режимы переключаются при помощи единоразового нажатия на красную кнопку с правой стороны руля. Старт поездки производится при помощи вращения ручки акселератора, которая выполнена наподобие рукоятки газобензиновых собратьев. Электроскутер оснащен быстросъемным аккумулятором с ключевым доступом. Основным преимуществом является скрытая система подключения, то есть теперь нет возможности просто подойти и, выдернув кабель из батареи, отключить сигнализацию. Постановка сигнализации стандартная при помощи брелка. Шум и возмущение со стороны системы гарантирован во время касания транспортного средства. В
В дополнение включается блокировка мотор-колеса. Если вы вытащили батарею для подзарядки дома, всегда есть возможность механической блокировки руля. Плюс на раме электробайка предусмотрен и ВИН-номер, который учитывается в документации к электроскутеру. Обезопасить транспортное средство от случайных повреждений помогает и так называемая система от дурака. При постановке на подножку происходит блокировка ручки акселератора. Так что если вы или ваши друзья случайно крутанете рукоятку старта во время парковки, электробайк останется неподвижным. Комплектация заслуживает отдельного внимания. В этом плане на момент испытаний электроскутеры Skyboard действительно бьют все рекорды. Первое. Возможность выбора установки. Вместительный быстросъемный кофр. Или сиденье для второго пассажира. Второе – космический чехол антидождь, который является дополнительным плюсом к защите электробайка. Третье – громкая Bluetooth-колонка. Четвертое – практичный и действительно крепкий держатель для телефона с USB-зарядкой. Пятое – мощное зарядное устройство с воздушным охлаждением, которое заряжает 30-амперный аккумулятор всего за 6 часов. Важно отметить, что подобной зарядки на сегодняшний день нет ни у одного производителя, кроме Skyboard, и бюджетный электроскутер с такой батареей будет заряжаться около 10-15 часов. Кстати, для зарядки электроскутера нет особой необходимости постоянно вскрывать крышку. На раме присутствует дополнительный порт для зарядного устройства. Шестое. Ну и как же без комплекта ключей, которым я уже перестал удивляться. У компании Skyboard это действительно хорошие инструменты, которые прослужат не один год. Таблицу технических характеристик и цену электроскутера Skyboard BR50 на момент испытаний вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Если вы хотите узнать актуальную цену на момент просмотра видеоролика, пройдите по ссылке в описании на официальную страницу производителя. Приобрести данный электроскутер можно также в любом крупном магазине электротранспорта, которые уже зарекомендовали себя на рынке к середине 2020 года. Ну что ж, а теперь подведем итоги. Электроскутер Skyboard BR50 стойко выдержал мои испытания и двух магазинов до меня, которые гоняли его, извините, и в хвост, и в гриву, в том числе даже на бездорожье. Скутер не скрипит, не кряхтит и отлично держит дорогу. В Россию уже едет партия обновленных моделей с еще более емкими аккумуляторами на 45 ампер-часов, что, несомненно, скажется в лучшую сторону на его дальности поездки. Он уже сейчас проезжает с нагрузкой 100 кг до 60 км. Это действительно долго и далеко, а заряжается при этом всего за 6 часов. Усиленная рама, повышенный комфорт поездки, выдерживает сумасшедшие нагрузки до 200 кг и, как оказалось, даже больше. Имеет возможность выбора установки большого быстросъемного кофра или пассажирского сидения. И, пожалуй, главное, имеет закрытую систему подключения питания. Отключить кабель и укатить электроскутер просто так уже не получится. С вами был Роман, испытатель электротранспорта и, как оказалось, лучший электроскутер 2020 года Skyboard BR50. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, розыгрыш уже совсем скоро.